Приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. И сегодня тему, честно сказать, не знаю. Посмотрю, что по потоку дают, что мы должны знать. Даже не знаю, как подглядеть тему или не подглядеть. Или посмотреть, как у нас прошли ритуалы на эту знаменательную дату. Кто-то какую-то ошибку совершил. Ставки сделали не на того человека, не на тот проект. Честно, даже не знаю, как вообще с тематикой определиться. Вообще такая болтанка, информации очень много идет. Так, ну давайте уж, если колода нам выдала, да, эту информацию, давайте посмотрим, что за ошибку мы там совершили. Что за ошибку? Расклад будет на одну позицию. Шестерка жезлов, но неплохо. К победам все равно стремимся, да? Давайте-ка поглядим, какую ошибку мы с вами совершили. Или вы с нами, со мной, или я с вами. Попробуем разобраться в этой ошибке. Итак. Какую ошибку совершили? Поехали. Какую ошибку? А много вкладывали, ребята, в дело, в отношения, в семью, либо же это просто общение на работе, коллектив. Сейчас буду уточнять, еще идет информация, что возможно на чем-то, либо на ком-то вы как сэкономили. Но при этом, понимаете, вы вкладывались, может это рабочие моменты могут быть. Сейчас посмотрим детальнее. В чем совершили ошибку? Возможно, экономили где-то на себе, а вкладывались в кого-то. Переворачивайте на себя расклад, потому что здесь может быть и такое, что вы руководитель, вкладывались не в тот коллектив. Здесь может быть то, что вы жена и вкладывались в отношения не с тем партнером. Может вообще несколько лет в браке и сейчас вас как осенило, да? Ошибка. Ну, король кубков выпадает. Здесь планы по поводу короля кубкового, да. Здесь вы простраивали какие-то начинания. Или простроили, вложились туда. Может, вы вообще финансово вложились. Вот знаете, что-то идет информация, может, переезд, да, или что-то такое. Вот надо было
вложиться для того, чтобы быть вместе, и вы вот как и деньгами, и ресурсами туда вклад совершили. Очень много планировали, обдумывали этот вариант, этот момент. Или же второй момент, много эмоций отдали, да? Если это не любовная тематика, то здесь вы именно много отдали своих эмоций. Ну, не просто так, понимаете, у вас были планы определенные. В чем ошибка? Вам отдачи нет никакой или не было никакой. Да, смотрите, здесь неравноправный энергообмен. Здесь вас оставили как ни с чем, понимаете? Это могут быть и денежки, то есть, ну, вкладывали деньги и не вышло, вкладывали в человека, в партнера, не вышло, да? Не отдал вам столько, сколько вы вложили в него. В плане бизнеса, партнерства, да? Та же самая история, получается, как вы простраивали планы, а этот человек, ну, он вообще не фигурирует, короче, здесь, понимаете? Его энергии нет. О чем это нам говорит? О том, что человек это как бы и не планировал, понимаете? Подвесили с каким-то человеком вы отношения, то есть отказались от них. В чем ошибка? Ошибка в том, что вы вкладывались, и это вам урок, что прежде чем вкладываться, нужно смотреть, в кого, для чего и с какой целью вы это делаете. Вы вроде бы как хотели пересмотреть ситуацию, да, найти как-то общие точки соприкосновения. Либо же в лучшую сторону развернуть события. Здесь складывались, ну здесь, смотрите, выходит, что первое, что у нас вышло, это королева пентаклей. Мальчики, даже если ну, смотрите вы, да, это ваши энергии. У вас преобладает женская энергия, но это не умаляет того, что у вас есть хватка, у вас есть свои доходы и планы. И вы четко знаете, куда вы движетесь. Здесь знаете, как вот вот Вселенная заведомо знала, что этот человек вас в пятерку пентаклей приведет, знаете, в такую духовную и финансовую бедность. Человек не отдал вам то, на что вы рассчитывали. А еще знаете, какая мне информация идет, ребят? Вот только что пришла. Что здесь для кого-то могут показать и вашего недоброжелателя. Я сейчас еще хочу посмотреть, по какой причине, да, вы вообще, вот такая ситуация вышла. Потому что вот реально у меня вот как-то сумбур. Так, в принципе, все понятно, но по энергиям какой-то вот такой интересный момент, надо подразобраться в нем.
В чем ошибка? В том, что, как я уже сказала, вкладывали не в того человека, и вы теперь в очень стесненных обстоятельствах находитесь. Считайте в кризисе. Хорошо, ошибку, да? Нам показали, какую вы совершили ошибку. Вы очень надеялись на обратную отдачу. Причем, знаете, вы здесь не то, чтобы вы надеялись, вы четко знали, здесь как будто было оговорено одно, да, вы договорились, а этого не случилось. И вы здесь четко, то есть вы не наобум, ой, я там поверила, да, и начинаю что-то там себе домысливать, дофантазирую и как бы двигаюсь, да, вот по намеченному пути. Нет, здесь вы договорились с человеком, вы что-то оговорили. И поэтому вы вкладывались, и поэтому вы планировали. У вас, понимаете, как была основа, из-за чего вы так, такой курс взяли. Так, какую ошибку вы совершили? Даже не знаю, какие карты еще взять. Хорошо. Давайте-ка я задам такой вопрос. А по какой причине вы вообще вот решили, да, вот так вот вложиться в этого человека, либо в ситуацию? По какой причине вы решили вложиться? Рыцарь мечей. Девочки, смотрите, здесь очень хорошо прослеживается тематика. Первое, вы хотели войти в статус жены. Но там человек под сущностями, вы их перехватили, и у вас начали срабатывать определенные триггеры, но это ваши уроки специфические. Здесь были такие моменты, что вы планировали стабильность. Планы на стабильность, на императрицу, понимаете, занять свое место. Второй момент. Здесь определенные сущи, либо через подклад что-то в доме, да, либо вот касаемо, направленность негатива идет на ваш дом, на вашу стабильность, на вашу радость, на ваш статус, на ваши доходы. И вот эти сущи, они, знаете, как выполнили определенную программу, они вас подтолкнули на неправильную дорожку, да, вот на вот это вот сотрудничество, либо с вот этим королем кубковым, либо же вот эмоционально очень отдаться в какое-то дело, в какую-то ситуацию. Почему вы это решили сделать? Хорошо, давайте смотреть, какой вы урок из этого всего для себя должны вынести. Вот для чего вам эта ситуация, да? Ситуация эта была дана для того, чтобы вы научились ставить точку, а не растягивать это действие на долгий период. Ситуация была дана для того, чтобы вы научились ценить себя. И не просто ценить, но и защищать свои границы.
здесь, знаете, вы должны понять, насколько вы ценны для этого мира, для общества, своим потенциалом, своими знаниями, точнее теми знаниями, которые могут через вас передать высшие силы для человечества. Но прежде чем это произойдет, вы должны осознать, что вот эта вот вся ситуация, которая у вас была, она не просто так вам дана. И она дана лишь потому, что вы себя недооценивали. Вот и все. А кто-то, к вашему сведению, прекрасно знает ваш потенциал и воспользовался этим. Давайте скажем так. И здесь нужно поднимать свои вибрации для того, чтобы в эту ситуацию больше не возвращаться и научиться быть вот этим королем мечевым. Плюс еще здесь к некоторым выходят помощники. Вот с такой характеристикой, как король мечевой, да, то есть те, которые привносят определенные черты характера вам, в первую очередь, и помогают вам держать защиты. Хотела спросить, задать следующий вопрос. Для чего мы вообще сейчас вот эту тематику рассматриваем, да? И выпала 7 пентаклей. Вы все еще чего-то ждете? Вы в ожидании чего-то? И не просто чего-то, понимаете, вы вот как будто говорите, ну я же столько вложила, дача должна быть. Она, ну как это ее не будет? Она должна быть. Здесь завершение отношений, завершение какой-то ситуации. Здесь, возможно, вы своего партнера видели таким, знаете, эмоциональным, кубковым, да, романтичным. А на самом деле оказалось, что человек вообще не способен даже слово «извини» произнести, признать свои ошибки, все время как-то вас унижал, да, там, занижал ваши способности, ваши умения. Знаете, такое а-ля быдло, которое утверждается за счет других. Да, здесь не случилось, не срослось то, ну, что казалось бы само собой, как разумеющееся, должно следовать далее. То есть был пройден определенный период, и вот понимаете, о чем я говорю? Вы не просто так эти планы простраивали, а получилось, что обнулили это все вам. Почему мы смотрим сейчас вообще эту информацию? Почему? Вот вам, пожалуйста, дальше карты полетели. Вы ожидаете. А чего вы ожидаете? Здесь любви вы разочарованы. Творчеством сейчас не можете заниматься. Вы не видите тех возможностей, которые у вас еще остались. Да, вы потеряли. Потери есть, но возможности еще есть. Вы скрываете обиду, вам выговориться нужно. Выговориться, чтобы вот эта вот вся дрянь внутри, она из вас ушла. Вот этот вот деструктив, негатив, понимаете, он вам мешает двигаться дальше по жизни. А те люди в это время, кстати, на вас крадники еще накидывают. То есть, по сути дела, вы, находясь в 5 кубков, своими руками отдаете свой потенциал, свой денежный канал, свое творчество, свою жизнь, энергию на жизнь вашим недоброжелателям.
Для чего мы смотрим этот расклад? Семерка пентаклей. В ожидании вы. Здесь опять же таки много вариантов. Первый вариант. Вы ждете, что ваш манипулятор, или не что, а когда он окажется в глупой ситуации, когда его работа обнулится. Возможно, вы уже какие-то манипуляции проводили для того, чтобы почистить себя. И ждете, когда это, знаете, все как, ну, вылезет наружу, вот его истинная сущность, да, суть его. Но я бы сказала так, здесь конечно, некоторые из вас могут еще сидеть и ожидать этого человека, когда у него там все случится плохо, и он к вам приползет. Ну, дело ваше. И я же смотрю вот лично для себя, да. Почему мы смотрим этот расклад? Какая информация к вам должна прийти? Еще такой момент. Вы ожидаете, что сработает ваша чистка, вы где-то либо заказывали, кому-то обращались, либо же сами что-то сделали и вот ждете. Вам нужно из этого расклада основное понять, что нужно быстро выходить из деструктивных энергий. То есть они пришли, вы их приняли, переработали, переживали и отпустили. И пошли дальше, понимаете, не зависать в них. Этот расклад еще почему, да, вышел? Потому что не нужно ждать. Результат будет, он уже в пути. Двигайтесь дальше. Тут ждать, ну, в принципе, по сути дела, незачем. Оно придет, когда вам это даже уже будет неинтересно, понимаете, результат. У вас будут уже абсолютно другие планы и идеи на это воплощение, на эту жизнь, на ближайшие лет, я не знаю сколько. Да, здесь кто-то чистился, да, ребят, вы хотите, ага, вы ждете, когда у вас вот эта искра, да, появится, когда вот тот деструктив полностью вас покинет. Знаете, что здесь самое главное, ребятушки? Здесь главное не думать, а почему, а для чего это произошло. Здесь главное, чтобы вы поняли, что все ваши желания вы и будете осуществлять. Вы маг своей судьбы. И вот этот персонаж, который вам был дан, да, и эта ситуация, лишь для того, чтобы вы осознали, насколько вы ценны. Потому что мы ведь бывает, что заведомо, знаете, недооцениваем себя и притягиваем в свою жизнь таких же партнеров, которые нас зеркалят и показывают нам, что, ну, то есть начинают нас обесценивать, понимаете? И это лишь потому, что мы себя недооцениваем. Вот. Да, здесь партнерство. Были планы на партнерство. Так, давайте посмотрим еще на вот этом Таро. Хочу посмотреть, точнее на оракуле. Оракул теней. Какую ошибку вы совершили? Что вам нужно понять сейчас, здесь и сейчас нужно понять, да? И давайте я вот так вот в сторонку отложу. Совет для вас здесь вот и сейчас.
Ну что, какую ошибку вы совершили? Здесь вы, возможно, в открытую сказали персонажу вот этому недоброкачественному, что я в курсе, что ты там на меня привороты делал, да, то есть конфликт, вы развили вот конфликт, вы как-то эту ситуацию. Понимаете, в чем секрет? В том, что этот же персонаж был один из участников этих деструктивных магических манипуляций на вас. Вы вошли в состояние жертвы, вот в чем ваша ошибка. Много сил потрачено на конфликт, на обиды, на эмоции. Что вы должны понять? В том, что вся вот эта белиберда творилась только для того, чтобы вам внушить чувство страха. А знаете, для чего другим, чтобы вы боялись? Правильно, чтобы вами можно было легче манипулировать. И здесь внушали вам чувство вины, что это ты виновата, это ты не так сделала, или ты не так поступил. Ты и ты. В итоге, если засидитесь и неправильно повернете, будете бояться новых отношений, прорабатывать долго придется. Совет для вас. Чистки, защиты, работы на местах силы, работы с родом. Здесь нужно отправлять все в порталы, туда, откуда были вызваны деструктивные программы. Здесь работа с предками, духами вашего рода. На Йоль, что-то было у вас на Йоль, ребята. Вот, возможно, вообще эта программа стала на Йоль, да, или что-то открылось. Здесь вам нужны защиты однозначно, обновление и чистка, защита. На Стару полегчает вам, то есть 21 марта вот станет легче после этой даты. Не будете тормозить, род вам там поможет. Ну вот такой вот вам совет идет, да. Теперь хочу на оккультном Таро посмотреть, в чем ваша ошибка, вот что мне эта колода скажет. В чем ваша ошибка? Вы понадеялись на человека, как будто он вам давал стабильность, да, обещания какие-то. Но на самом деле этот человек, во-первых, вампир, он питался вашей энергией, вы его наполняли. Сейчас он наполнился и, скорее всего, ушел из вашей жизни. Но, поверьте мне, ненадолго его хватит. И коль вы здесь уже ждете результаты чисток, вы неплохо спохватились, то есть не затягивали, возможно, на долгий период, да, эту ситуацию. И здесь человек заведомо вам завидовал, понимаете, заранее. Вот он увидел, как вы живете, как ваше детство проходило, да, либо вот как вы бизнес ведете, если это рабочие вопросы. Здесь зависть. Понимаете? Здесь зависть. А вы считали этого персонажа надежным. Вы как будто подумали, знаете, что он вам даст хорошую опору, хорошую защиту. Вы как будто, знаете, вот здесь выпадает... Вы как будто в паже увидели короля, понимаете? А он таковым не являлся. Если в рабочих моментах это какой-то проект, да, но здесь сотрудничество однозначно с кем-то, и вот от этого человека все, в принципе, и ножки растут от одного.
Ну, по этой карте я, конечно, много могу чего сказать, понимаете? Здесь, во-первых, у этого персонажа такой сценарий, и он как будто его скинул на вас. Какой сценарий? Короче, подмена судьбы. Давайте я вот так скажу, чтобы долго не разглагольствовать, да? Вот забрали ваше и живут вашей жизнью, а вы живете их жизнью, а вы взяли на себя какую-то проработку, да, этого человека, как будто вот на вас еще скид могли сделать. Ну, то есть скидывали весь негатив какой-то свой на вас. Здесь напрасная ваша жертва. Вот в чем ваша ошибка. Давайте сейчас тоже на оккультном таро посмотрю, какой на данный момент на вас вот есть негатив от вот этого персонажа, да, дабы вы просто понимали, в какую сторону вам рулить. Ну, привороты однозначно, вызовы, привороты могут быть, знаете, для чего? Вот чтобы вы сидели, обдумывали ситуацию, а не действовали, не шли вперед. Этот человек еще также, если вы в каком-то партнерстве находитесь, хочет это разрушить. Учитывайте этот момент. Здесь нужно именно снимать любовные вот эти все моменты. Любовная направленность магических действий. Обращается человек, либо сам что-то изучает из магии и тренируется на вас. Ну, делает, то есть. Хочет ваше достоинство человек себе забрать. То есть крадники, понимаете? Здесь крадники не просто на деньги. Здесь крадники на все ваши ресурсы. На то, что именно вам отстегнула Вселенная в момент вашего рождения в этом мире. Человек хочет с помощью ваших энергий, ваших знаний, ваших даров стать значимым в обществе. За счет вас, не за счет своей работы, да, над собой, над ситуацией. Если это бизнес, за счет продвижения в бизнесе. Короче говоря, какой здесь вам совет? Ребята, действовать, не сидеть на месте и обращаться к ведающим людям за помощью, за поддержкой. Здесь чистка с водой будет связана у вас. Очень хорошо пойдет ритуалика с водой, с различной. Там очень много чего есть. Здесь вам нужно проявить силу, войти в своего иерофанта и действовать, учитывать, учесть все вот эти моменты. Почему? Потому что на вас еще будут заказывать у других практиков. То есть вам нужно здесь стать вот этим королем. Помните, он выпадал, король мечей, вот он. Свои границы держать. Ну и давайте на таро веретника. Посмотрю тоже совет для вас. Мы уже разобрались, какую ошибку вы совершили. Уже поговорили на эту тему. Давайте я вот именно на этом таро посмотрю вот совет вам. Хотя я уже, в принципе, вам подсказала, куда двигаться. Но все же, что нам предки скажут, точнее вам.
Смотрите, какие карты интересные выпали, да? По Таро Веретника выпали следующие карты. Венчание, глаз, ангел-хранитель. По обычным значениям Таро это четверка пентаклей. Даже сейчас проверю, что-то я как-то засомневалась. Прошу прощения, здесь четверка мечей, суд, мир. То есть выйти из застоя. Здесь вы должны освободиться, ребят. Здесь вы должны подвести итоги, сделать выводы для себя. Здесь вы должны выйти из состояния стагнации. Но это по обычным значениям Таро. А теперь по значениям самой колоды Веретника я вам вот что скажу. Здесь вы должны наладить связь с предками, духами вашего рода с помощью прокачки. 6-й чакры – это район 3-го глаза. Вам очень много чего дадут. И хранителей дадут, и высшие силы вам помогут. Они вам вот реально очень помогут. Плюс это не исключает то, что вы должны обратиться пока что, на данный момент, вы должны искать помощи у знающих людей, как себя почистить, защитить и оградить от деструктива. Так что вот такой вот вам совет. Совет очень даже неплохой. Вы власть свою получите. Свое место под солнцем, если хотите, вернете все себе. Вы здесь исцелитесь. Так что вот такой вот расклад у нас получился по потоку. Не знаю, почему его сегодня нам вообще предложили, но, видимо, кому-то он нужен. Возможно, кто уже проходил подобные ситуации, какие-то уроки не были до конца пройдены, и вам сейчас на это как бы, намекает пространство, чтобы вы обратили свое внимание, да, и еще раз просмотрели ситуацию, которая с вами случилась, и сделали какие-то выводы. Вот что-то где-то, знаете, так вот вы посмотрели, вроде бы все понятно, все ясно было. Вы посмотрите расклад, скажете, да, в принципе, то-то, 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 но было там когда-то, ага, вот что я еще не проработал, да, вот что я еще не допонял. Ну, вот какой-то инсайт у вас случится. Так что, на сегодня я с вами прощаюсь. И желаю вам добра этого мира. И еще момент, ребят, не забывайте, есть у меня под видео такая ссылочка, как, на Google календарь с расписанием. Прежде чем писать мне, пожалуйста, чуть-чуть вот туда заглядывайте, дабы понимать, когда у меня есть свободное время и подобрать для себя вам удобную дату. Ну, а теперь точно все, и пока-пока.